Представь одно простое приложение в телефоне, которое может разгрузить твой день, помочь достичь серьезных целей и даже понять, чего на самом деле тебе не хватает в жизни. Звучит громко? Но полгода назад для себя я сделал именно такое обычное приложение, и оно улучшило мой подход ко всему. Сегодня я расскажу и покажу, как оно работает и как оно может помочь тебе. Освободить время, не жертвуя важными делами, дойти до цели, даже если ты не знаешь, как к ней подступиться. Разобраться в делах, когда нет четкого ответа, чего ты хочешь. Ссылка на приложение будет под видео, но сначала давай покажу, что оно умеет. В сутках всего 24 часа, и как бы мы ни старались, больше их не станет. Но вот распределить эти часы так, чтобы жить легче и успевать больше, можно. Проблема в том, что большинство людей держат все дела в голове. Кажется, что все под контролем. Но на самом деле порядок хаотичен. Рутинные задачи копятся, как снежный ком. Мы спешим, забываем важное и чувствуем себя как белка в колесе. Решение простое – остановиться и выгрузить все на бумагу или приложение. Запиши абсолютно все задачи, а потом расставь их в правильном порядке. Посмотри, где можно поменять последовательность дел, распределить нагрузку, выделить временные окна. Там, где раньше было завалено, можно разгрузить, а где пусто, использовать время с пользой. Добавь временные метки и напоминания. Твой мозг освободится от лишнего напряжения, начнет работать продуктивнее и яснее, а ты сосредоточишься на том, что действительно важно. Исследования показывают, что для нашего мозга слишком большое количество выбора ощущается так же тяжело, как и его полное отсутствие. Раньше люди были ограничены в возможностях, а теперь вариантов столько, что сложно понять, чего же на самом деле ты хочешь. Один из самых простых и эффективных способов разобраться в этом – методика колесо баланса. Ее часто используют коучи и HR-специалисты, потому что она помогает быстро оценить, в каких сферах у тебя недостаток активности, а в каких переизбыток. Это не строгий тест, а субъективная, но наглядная самодиагностика, которую можно пройти за пару минут. В моем приложении эта методика встроена прямо в систему планирования. Нажимаешь на пару кнопок и получаешь яркую диаграмму с процентами по ключевым сферам жизни. Ниже сразу видишь анализ уже записанных тобой задач и как они распределены по категориям. Можешь сравнить, насколько твои реальные дела совпадают с тем, чего ты хочешь на самом деле. Пара минут и у тебя есть готовый план для корректировки своего графика и приоритетов. Каждый из нас о чем-то мечтает. Кто-то хочет выучить несколько иностранных языков, кто-то научиться создавать игры, а кто-то открыть свое дело. Но чаще всего все заканчивается лишь словами «было бы круто» и никаких действий. Почему? Потому что большие цели кажутся слишком далекими, абстрактными и почти нереальными. Мы пугаемся масштаба и откладываем их на потом. Решение есть, и одно проще, чем кажется. Разбейте цели на маленькие конкретные шаги. Например, создавать игры может превратиться в 3 крупные подзадачи. Изучить программирование, освоить игровой движок, разобраться в геймдизайне. Далее, каждую из этих задач дробим на еще мельче. Изучить программирование превращается в простые действия. Сегодня устанавливаем нужное ПО. Завтра написать первые 3 строчки кода и понять, что они делают. Послезавтра повторить это в другом примере. В итоге ваша огромная мечта превращается в цепочку маленьких понятных шагов, которые легко вписать в повседневную жизнь. Каждый выполненный пункт – это не абстрактная надежда, а реальный ощутимый прогресс. И когда вы идете так, шаг за шагом, цель перестает быть чем-либо невероятным. Она становится лишь вопросом времени. Очень часто мы быстро теряем интерес к делам и задаемся вопросом, а как найти мотивацию? Ответ прост. Преврати жизнь в игру. В хорошей игре задания должны быть достаточно сложными, чтобы было интересно их выполнять, но не настолько, чтобы возникла прокрастинация. С помощью этого приложения твои ежедневные дела превращаются в игровые миссии. Ты проходишь этапы, как чекпоинты, получая награды и чувство прогресса. Это особенно полезно тем, кто часто сравнивает себя с другими и расстраивается. Настоящий рост – это когда ты соревнуешься с собой вчерашним. А стать лучше, чем ты вчера, с этим приложением намного проще.
Наш день наполнен множеством дел, но не всегда есть время подумать, какие из них действительно важны. В этом нам поможет простой и полезный метод в инструментах нашего приложения, который разделит задачи на 4 категории. Срочные и важные, важные, но не срочные, срочные, но не важные и несрочные и неважные. Сначала уделяем срочным и важным. Их нужно сделать в первую очередь. Далее идут важные, но не срочные. Их можно планировать на свободное время, чтобы спокойно выполнить без спешки. А вот несрочные и неважные дела смело вычеркиваем из списка. Многие даже не подозревают, сколько таких лишних задач у них накопилось. Применив этот метод и системно расписав, можно значительно разгрузить себя и освободить время для действительно важного. Как часто мы хотим начать бегать по утрам, делать зарядку или выделять время для другого полезного дела, но быстро теряем запал. Привычки требуют закрепления, и здесь мы ничем не отличаемся от животных. Нам тоже нужна дрессировка. Именно для этого в приложении есть функция постоянных целей. Вы можете создать задание, выбрать конкретные дни и время для его выполнения, а также включить напоминание в виде ненавязчивого паш-уведомления. Такой подход помогает закрепить привычки, не перегружаясь. Приложение отслеживает длительность выполнения привычки, и в верхнем углу задания вы всегда можете увидеть, сколько дней подряд вы уже этим занимаетесь. Это превращает формирование привычек в увлекательный и наглядный процесс, мотивируя не прерывать цепочку успехов. Теперь хочу поделиться личными наблюдениями. На первый взгляд функционал кажется простым и ничем не выдающимся. Но вот уже спустя полгода использования я вижу реальный результат. Моя еженедельная эффективность выросла в разы. Теперь мне не нужно держать в голове десятки мелких задач. Все четко системно расписано. Как только в план попадают дела, которые не приносят пользы, я их легко отсекаю, освобождая время для действительно важного. И да, можно обойтись и обычным блокнотом. Это старый надежный способ. Но если вы привыкли все делать через смартфон, советую попробовать это приложение. Возможно, оно тоже поможет вам навести порядок в делах и добавить чуть больше контроля над своей жизнью. А если не понравится, удалить всегда успеете.